Если у вас такое мнение, что в Германию приезжаешь, ты сразу себе покупаешь дом частный, то это далеко не так. Я в то время еще курил, в своей жизни я курил 10 лет, и я вышел в тамбур покурить. Говорю, I'm Russia. Он, о, Russia. Достает оттуда вот такой бутыль, и он дает мне так, о, Russia, на, пей. Он такой, да не, нормально, там типа Russia, Америка, друзья навек. И тут раз русская речь, о, мужик. И я думаю, зачем я вообще сюда приехал? Он мне вот такое сказал. Это был 95-й год. Дорогие друзья, всем привет! Привет всем тем, кто случайно зашел на наш канал и тем, кто подписан на наш канал. Мы семья, переехавшая в 2011 году из Германии в Россию. Сами мы родом из Казахстана. Создали семью в Германии. Там родили 4 детей. Младший у нас сын, которому сегодня уже 14 лет. И ровно 14 лет назад мы переехали сюда, в Россию. Сыну нашему было тогда 3 месяца. Вот, и на сегодняшний день он уже ростом с меня. Сегодняшний ролик я хотел бы назвать «Странный русский мужик в немецком поезде». А у нас с вами на дворе осень, 2025 год, сентябрь. Вот, деревья практически все уже отплодоносили, кое-где остались яблоки. Заготавливаем, уже насушили для себя, не знаю, там большое количество яблок. Процесс непростой, но в то же время, знаете, как-то жалко, если эти яблоки, они просто будут падать, пропадать. Ну, а если что-то падает и мы поздно заметили, что-то подпортилось, то мы, конечно же, отдаем птице. Мы держим курей, гусей и индоуток в этом году. Не стали мы заводить индюков, потому что они, у нас просто еще индюшатины достаточно, поэтому. Итак, давайте перейдем к теме ролика. История эта произошла в Германии в 1995 году. Как раз я туда приехал, это был первый год мой в эмиграции. Приехал я туда с родителями, выезжали из Южного Казахстана. И когда ты приезжаешь в чужую страну, там, естественно, как бы все чужое, языка ты не знаешь, общаться сложно. И в этой среде ты как-то ищешь вот тех, с кем можно было бы пообщаться. И мне удалось найти людей, которые жили у нас на соседней улице в Казахстане. Мы созвонились. Даже была такая служба телефонная, туда можно было позвонить, назвать фамилию, и тебе дают однофамильцев, там буквально, может быть, 5 телефонов дадут, номеров телефона, и ты обзваниваешь, спрашиваешь, где вы жили, и вот таким образом я нашел. Я нашел эту семью, решил поехать к ним в гости, договорились, они жили в Штутгарте, а это прям вообще вот в самом конце Германии, в самый юг, вот, и мне предстояло ехать на поезде 12 часов. На электричке. В то время были такие так называемые Wochenend-Ticket, назывался, такие билеты, которые можно было купить на выходной. Вот он стоил 35 марок, и в течение субботы и воскресенья можно было колесить по всей Германии на один этот билет. То есть везде этот билет предъявляешь, если проверяет. Хотя и проверок тогда ни разу не проверяли, но тем не менее. Пожалуйста, езжай куда хочешь и сколько хочешь езди, хоть вообще из поезда не влази, или же возвращайся за это время домой, или если время вышло, покупай новый билет, чтобы вернуться. Там уже, то есть где-то 40 евро было в один конец тогда уже. И я купил себе такой билет и поехал. А мне было сколько? Мне был 21 год, я такой веселый парень был, набрал с собой пива и в рюкзак и поехал, значит, еду в поезде, смотрю в окошко, разглядываю все это. Знакомлюсь с достопримечательностями, ведь чужая страна, все это очень интересно, все это новая природа, новые деревья, новые дома, все это новое, интересно. Тогда еще, пока ты не знаешь самой внутренней жизни в Германии, тебя внешняя жизнь вот это вот привлекает, тебе все это интересно очень. Вот, и было интересно, конечно, разглядывать все это. Так вот, где-то на полпути я вам сначала расскажу один случай, который произошел в поезде, а потом вот дальше перейду к самой истории с этим мужчиной. Значит, и я решил, знаете, вот уже мне оставалось часов 5 или 6 примерно до Штутгарта, и я решил поспать. А в то время не было телефонов мобильных, чтобы можно было там забить себе будильник, он зазвенит, там завибрирует, как угодно. Конечно же, с часами, с будильником никто в кармане не ходил. Кто жил тогда, тот знает, о чем я говорю. И в то время нужно было кого-то попросить, чтобы тебя разбудили. Напротив меня сидел негр. То есть я сидел, лавка так на 2 человек, и у него лавка на 2 человек. И я решил его попросить, значит, чтобы он меня разбудил.
когда мы будем подъезжать к Штутгарту там за полчаса. И я, в принципе, уже ходил на языковые курсы, немножко мог изъясняться по-немецки, и я ему сказал, высказал свою просьбу. А он мне начал отвечать на английском языке, что-то там такое. И я, вообще ничего не пойму. Я ему говорю, слушай, смотри, вот мы, ты, я, мы здесь, по карте ему показывают, там в билете была карта. Я говорю, мы сейчас здесь, приедем в Штутгарт. Едем, я вам показываю, еще 5 часов время. Я буду спать, а ты меня там, вот когда будем подъезжать, ты меня разбуди, там, чтобы я проснулся, понял? А он мне по-английски что-то, я смотрю, он такой раскумаренный, видимо, он что-то там где-то, может быть, слегка принял, но видно было, что он такой. И я думаю, как же тебе объяснить? Я так в поезде спрашиваю людей, кто-нибудь говорит по-английски? И там один парень говорит, я говорю, можно тебя на 2 минуты? Он подходит, садится, я говорю, я приехал из Казахстана, он, судя по всему, из Америки, и мы друг друга не понимаем, надо изъясниться. Я его прошу, скажи ему, чтобы он меня разбудил, за полчаса до Штутгарта. Он ему это на английском сказал, а он мне переводит и говорит, негр тебя спрашивает, любишь ли ты Америку? Я говорю, при чем тут Америка, когда я ее в жизни не видел никогда, и меня вообще другой вопрос беспокоит. Я еще раз передаю свою просьбу, и тот парень опять мне говорит, а ты Америку любишь, это самая лучшая страна и все такое. Я ему говорю, нет, я ее не люблю, я максимум, что знаю об Америке, я смотрел фильмы ваши, это же 90-е были. Больше я ничего не знаю о твоей стране, я был в России, родился в Казахстане, я что могу, то и люблю, что знаю, то и люблю, это мое родное. А он говорит, Америка, а потом опять забывает, а забылся, видать, опять. И знаете, такая беседа пошла. Я ему говорю, когда я ему сказал, уже без переводчика, говорю, I'm Russia, я не знаю, правильно это, неправильно, я Россия, я сказал, наверное, или русский, может, так же звучит. Я говорю, I'm Russia. Он, Russia. Встает, достает баул сверху, вот такой баульчик, достает оттуда вот такой бутыль, вот такой вот высоты, вот такое горлышко, а здесь вот такая квадратная бутылка, сантиметров 15 на 15, наверное, вот такая вот, куб такой, в общем, такого темного цвета. Я не помню, что это было, виски, не виски, но, в общем, и такая пробка большая, прям как стопарь хороший, стаканчик. И он дает мне Russia, на, пей. А я воспитан был по-советски, и, тут знакомство происходит. И я говорю, откуда пить, с бутылки или с горлышка? Он мне говорит, как хочешь, я уже так примерно его понимал, его жесты. Угу. И тот говорит, да, он сказал, как хочешь, пей. Я уж там не помню, с кружки я или так, по-моему, с этой кружечки, с этого стопарика выпил, в общем, он говорит, Russia, ты, больше можешь пить. Я говорю, no, мне надо поспать, мне надо доехать, трезвым, все, ему переведи, он такой, да не, нормально, там, Russia, Америка, друзья навек, там, такой, ой, да, простой человек, простой такой парнишка, не политик, который против России, то есть, простые люди, они всегда хотят как-то дружить и взаимодействовать, это всем во благо. И, в общем, мы вот так вот сидели всю эту дорогу, я понял, что сна мне не видать, и я приехал туда, конечно, такой немножко нетрезвый, не сильно, такой, пьяненький, я приехал туда, но мы разошлись, как в море корабля. А этот парень, который переводил, он был, по-моему, то ли с бывшей Чехословакии, то ли с Югославии или с Кроации, в общем, где-то откуда-то с такой страны. То есть он иностранец, я иностранец, этот иностранец. И мы очень легко нашли общий язык. Вы знаете, людям многого не надо. Люди сами по себе найдут быстро общий язык. Простые люди найдут общий язык и будут коммуницировать, работать. И мое понимание всего этого вопроса. Коротко о политике.
теперь я перейду к этой истории, значит, об этом русском мужичке. И я в то время еще курил. В своей жизни я курил 10 лет. И я вышел в тамбур покурить. Такой просторный тамбур. И я там, значит, закурил, стою с банкой пива, перекуриваю. Мужичок зашел тоже покурить и со мной заговорил по-русски. Ну, как-то спросил, то ли ты русский, то ли ты из Казахстана или из России. По-моему, спросил, да, ты русский? Я говорю, да, обрадовался. Родную речь услышал. Ну, представляете, где-то за рубежом, в 90-е. Это ж не так, как сегодня. Вот так вот все, средства коммуникации, переводчики, там, это все. Это вообще ты фактически в чужой стране, ты фактически, можно сказать, не знаешь языка. Едешь куда-то, доедешь, не доедешь, туда или я, ну точно ли еду, или может быть что-то где-то там, ну то есть как бы так немножечко все в напряженке. Это не твоя страна, ты в чужой тарелке, как бы, да. Вот. И тут раз русская речь, о, мужик. Вот. И мы с ним разговорились. И он мне рассказал такую историю. Сама суть этого ролика. Он говорит, когда-то мы жили, я, говорит, приехал из Казахстана, он меня спросил, ты из Казахстана или из России? Я говорю, я приехал из Казахстана, но я раньше и в России жил 7 лет. Он говорит, я приехал из Казахстана, у меня большое родство. И когда мы мечтали, мы жили очень дружно в Казахстане, когда мы жили там, мы все мечтали, конечно, на родину предков, все уезжали, давайте все вместе держаться, да, все там. Вот. И когда мы все, говорит, приехали в Германию, ну а там принцип был такой, то есть людей распихивали по разным городам, чтобы не было вот этих вот, знаете, чтобы скучкованности, как Брайтон-Бич в Америке, одни русские там, русские, ну, русскоговорящие там, евреи, и русские. Чтобы такого не было, как бы старались расфасовать так, чтобы, знаете, вот так вот солью как посыпят, не в одну кучу высыпало, так по всей Германии. И их расфасовали так тоже, распределили по разным этим. Ну, а потом ты можешь, в принципе, если ты хочешь, потом можно, конечно, переехать туда, куда ты хочешь. Вот, и он говорит, я решил всех собрать как бы в одну кучу, потому что мы же родственники все, там брат, сват, сестра, там дядя, тетя, в общем. И говорит, поговорил со всеми, давайте соберемся вместе все, давайте все. Собрались все вместе. Значит, я, говорит, всех потихоньку перевез, всем помог, всем с квартирами, в общем, не так просто там это, ну, в общем, постепенно где-то там квартира освобождается, того перевез, там квартира, того перевез, и мы, говорит, все жили в одном доме. Ну, какой-то многоэтажный дом, мы, говорит, все в один дом поселились. Если у вас такое мнение, что в Германию приезжаешь, ты сразу себе покупаешь дом частный, то это далеко не так. То есть, чтобы там купить дом, там нужно платить кредит пару десятков лет. Ну, примерно лет 30 обычно платят кредит, обычные работяги. Вот, и, ну, и кроме этого, когда ты уже за этот дом рассчитался, за кредит, ты все равно будешь платить немалые деньги за обслуживание этого дома. Поэтому, ну, дом это роскошь там, в Германии. Дом это роскошь. Это как у нас автомобиль в Советском Союзе был роскошь. И все вот поселились в этом одном доме. Говорит, сначала вроде ничего было, а потом стали все как-то друг от друга. Я, говорит, почувствовал, что как-то то дети хотят к этим зайти, к родственникам, те им дверь не открывают. Те какие-то обиды, какие-то гонки начались. У меня там машина, там этот купил, этот еще круче купил. Тот не может круче купить, он в кредит залез, но купил. Тот там люстру купил, этот вот такую же купил или лучше купил. И вот такое, знаете, вот это все пошло. Вот эту историю я вспомнил на днях, когда мы эту тему подняли у нас в телеграм-канале, в чате телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь, ссылка на наш телеграм-канал будет прямо под видео, также в описании видео. Заходите на наш телеграм-канал, у нас там ежедневно какие-то новости о нашей жизни. И вот на нашем телеграм-канале в чате там поднимался этот вопрос, как-то рассказала одна женщина о том, как у нее тоже родственники в Германии вот так вот все поперессорились и стали друг друга как-то пытаться обогнать в чем-то, вот у меня это лучше, у меня то круче. Эта беда, кстати, она у многих там, очень у многих. Кто-то остается вот с теми человеческими принципами, которые
были у него в Казахстане. Ну а Казахстан это же такая была советская республика, в которой было больше 70 различных национальностей и не было никаких диаспор, и все жили очень дружно. Неважно, кто был твой сосед, это скорее всего был сосед другой национальности. Конечно, были и чисто там, скажем, практически чисто немецкие деревни, тоже такое было. Но в основном там были люди, ну вот 70 национальностей. Если бы я сейчас начал перечислять, тут полролика бы перечислял. И жили дружно, и если твой сосед праздновал день рождения, в любом случае, даже если ну, как бы не приглашали прямо вот тебя всей семьей, то ну, шашлыков принесут, угостят. Но зачастую так вот, скажем, там у кого-то обрезание, пригласят в гости, приходите, у нас праздник сегодня обрезание. У кого-то Рождество, так угощали тоже так же соседа мусульманина. Мы жили очень дружно. Вот у нас были и корейцы, и курды, и казахи, и украинцы, и немцы, русские, множество национальностей различных. И вы знаете, вот с этим менталитетом, когда люди приезжали туда, в Германию, постепенно это все терялось куда-то. И этот мужик, этот мужчина, он говорит: я, говорит, заметил, что все потерялось, разрушились отношения между нами. И вот так вот мы живем, говорит. И я думаю, зачем я вообще сюда приехал? Он мне вот такое сказал. Это был 95-й год. В то время речи, наверное, не было. Нет, хотя возвращались, у нас были такие, вернулись в Казахстан, даже в Южный вернулись. И в Киргизию, я слышал, возвращались. Такое было, но это были единицы. Такого вот потока, который сейчас идет, такого ручья, пусть не поток, пусть это не река полноводная, но это ручей. Такого вот не было, как сейчас. Сейчас, конечно, возвращаются, переезжают очень многие, и в основном это дети, которых увезли когда-то. Вот они сейчас в Германии выросли и возвращаются, уже свои семьи, уже свои дети, и они переезжают в Россию. И вы знаете, я подумал, что ведь действительно на самом деле у многих такая проблема. И действительно вот люди потом и хотели бы вернуться, и уже проблемно, и уже не могут. Пустили корни, дети, внуки и так далее. Хотя есть немало и пожилых людей, которые вот приезжают и говорят: да, наши дети уже самостоятельны, у них уже свои дети, а мы хотим свою жизнь вот так устроить, и приезжают сюда к нам. В прошлом ролике вы видели, я вставлял дом на продажу, это в нашем селе. И вот люди приезжают, как бы выбирают себе дома такие поинтереснее, посимпатичнее, покупают, селятся. У нас уже 7 семей из Германии в нашем селе купили себе жилье. Вот, 6 семей живут, 7-я семья пока поехали там решать свои вопросы. У каждого свои какие-то задачи в жизни и планы. Я хотел бы обратиться к тем, кто не чувствует себя вот в своей тарелке за рубежом. Вы понимаете, что это не ваше, вы понимаете, что вам тяжело в этой стране, потому что все не родное. Я бы на вашем месте не травил бы душу. Сделайте просто пробную поездку. Приезжайте, посмотрите. Трезво взвесьте все. Поймите, что это будет путешествие, это будет просто отпуск. Это не будет ваше постоянное место жительства. Но все равно посмотрите, как живут местные. Присмотритесь, прислушайтесь, поговорите с людьми на улице, может быть, где-то. Порасспрашивайте. Но я вам хочу сказать, что русский человек много сетует и жалуется на свою судьбу, и притом у каждого по 2 недвижимости, по 2-3 машины во дворе, но каждый вам будет говорить, как тяжкая его судьба. Такое, к сожалению, встречается очень часто. Люди в России думают, что за рубежом у него было бы 10 машин и 20 домов. Ну, я так утрирую, конечно. Но он думает, что там бы я бы точно богаче жил бы. И там уж полная демократия, там мне дали бы говорить, что я хочу, там дали бы мне делать, что я хочу, абсолютно, вообще просто вот безгранично. Но так не будет, на Западе тем более вообще не будет. То есть тебе не дадут говорить то, что ты хочешь. Сегодня в Телеграме мне прислали ролик, и я выставлял его на 2-м Телеграм-канале. Там женщина
осмелилась заявить в Лондоне, что это христианская страна. Ей грозит, ее скрутили, а надели наручники на нее, до 5 лет ей грозит за это. Поэтому, если вы думаете, что за рубежом-то я уже зажил бы, и у меня было бы там лучше, съездите, поживите, посмотрите за рубеж, полюбуйтесь, попробуйте. Вот. А потом, знаете, вы вернетесь и будете любить свою родину еще больше. Слава Богу, что Он дал нам пожить действительно за рубежом. Ты можешь все это взвесить, ты можешь понять, что было и что есть. И потом ты ценишь свои вот эти 30 соток, свой дом, вот эту свободу. Да, мы живем в Белгородской области, да, у нас летают дроны, да, у нас объявляет опасность БПЛА и опасность и ракетная бывает, но это же все не вечно. Мы живем свободно, вот что главное, мы живем свободно. И этого не купишь ни за какие деньги, ни в одной стране. Каждому свое, конечно, каждому свое. Кто-то нашел свое место за рубежом. Я не к тем людям обращаюсь, кто-то любит там свою страну или считает ее своей родиной. Это вообще без проблем. Но если ваше сердце вам говорит, что оно тянет вас домой, тянет вас к своим, приезжайте в Россию, приедьте просто полюбоваться, поездить, погулять, подышать. Когда я впервые в 2003 году, через 8 лет жизни в Германии, я поехал в город Тверь, я надышаться не мог этим воздухом. Там воздух другой, там жизнь другая, там люди другие, там все такое родное. Я не могу это передать, это может понять только тот, который томится душой, который приедет так вот, и потом это все пережив, сможет понять. Итак, если кто-то из вас хочет приехать в Россию, хотя бы на разведку, приезжайте, посмотрите, полюбуйтесь. Многие приезжают и в нашу область также. Это удивительно. Область-то, в принципе, не такая спокойная, все равно, да, но люди сюда едут, выбирают здесь этот порядок, выбирают климат, доброту людей, выбирают обилие солнца, обилие всего, что растет. А растет здесь практически все, ну, кроме, наверное, гранатов и апельсинов, мандаринов. Вот, растет, в принципе, все. Ну, хурма еще не растет, да. А так все, абрикосы, персики, груши, яблоки, сливы. В огороде все растет. Так что, друзья, вот эта вот история действительно как-то навеяла мои воспоминания о том, что ведь действительно, когда многие живут за рубежом, они между собой ругаются, они как-то, какая-то зависть появляется, какие-то гонки непонятные. А вот эта человечность, она куда-то уходит или засыпает. И это очень печально. Я очень благодарен вам за то, что вы имели терпение выслушать мой рассказ, были с нами. Подписывайтесь на этот наш канал, пожалуйста. Если вам интересно было, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. Комментарий считается, по-моему, от 7 слов, то есть это вот такой полноценный комментарий, вот тогда считается, YouTube его засчитывает в поддержку канала. Не просто там, в поддержку канала, то есть 2 слова, 1 предлог. Это не считается. Напишите хорошее какое-нибудь предложение там, из 7 слов. Напишите 3 раза в поддержку канала. И лайки ставьте хотя бы через минуту просмотра, не сразу. Потому что YouTube распознает это как накрутки, и наоборот каналу хуже становится. Вот. Если вы себя прекрасно чувствуете за рубежом, напишите, что вам там нравится. Что вам нравится за рубежом, чем нравится вам та жизнь. Я надеюсь, видео записалось хорошо. Это уже 2-я попытка. 1-я попытка, у меня была техническая ошибка, не получилось. У меня там сплошной ветер. И, в общем, не получилось записать, но вот записываю через день, получается. Надеюсь, что у меня получится теперь ролики немножечко почаще записывать. Ну вот и все, на этом буду с вами прощаться. Спасибо большое, всего доброго, пока-пока.